Книга 14. Тао. Путь вознесения. Одинарные тоны языка света. Уроки овладения прощением. Первая октава любви. Прощение. Розовый тон языка света. Природа. Активный. Прощение в действии окутывает все присутствующее спектром вибраций, связанных с переменами. Вибрации прощения создают пространство для перемен там и в тех существах, чьи души согласны с ними. Эти вибрации также позволяют Бодхисаттве прокладывать путь для людей, следующим за ним, проявляя на физическом плане информацию, необходимую для вознесения. Эту информацию можно увидеть как заякорение светокопии вознесения, кристаллической светокопии, являющейся нефизическим даром, распространяемым Бодхисаттвой всем душам, желающим принять этот дар. Воплощая в восхождении розовый тон прощения, возносящийся изучает уроки прощения. Прощение является основой объединения всего того, что осознается, и помимо этого идет исцеление. При использовании вибрации прощения, ничто не выпадает, не пропускается, и следовательно, высвобождается вся карма. Прощение – тон, нужный для высвобождения кармы, выхода из нее в новое состояние бытия, основанное на резонансе цели. Имеющие прощение в качестве основного или дополнительного тона, обладают даром порождать вознесение в других, или другими словами, приводить в действие вознесение тех, кто был с такой целью посеян. Эти люди могут заниматься писательской работой, публицистической деятельностью, доводя информацию о вознесении до сознательного внимания человечества. Когда прощение становится частью ауры, все взаимодействия становятся благословенными. Прощение проявляется в виде тысячелепесткового лотоса в сердце Бодхисаттвы. Каждый учится высвобождать недовольство, злобу, обиду и прошлое суждение с большим пониманием того, что собственные предки некогда совершили тот же самый танец невежества, как другие с вами, которых вы прощаете. Поскольку возносящийся прощает, долги прошлого полностью стираются, и человек освобождается от кармических связей, которые некогда держали его в плену, и гарантировали повторение определенных отношений с каким-то другим человеком, или другой группой. Признак недостаточного овладения прощением выражается в том, что остается желание держаться за недовольство прошлого. С другой стороны, это проявляется в неспособности высвобождать карму, ибо все кармическое высвобождение основывается на способности прощать. Если человек не может простить, то карма никак не может быть высвобождена, и все другие попытки ее преодолеть будут терпеть неудачу при вознесении. Для тех, кто зажат в тисках сложных обстоятельств, например, отношений, не служащих их эволюции, или работой, не обеспечивающей их духовного развития, интеграция первой октавы любви позволит растворить карму между участвующими сторонами. После чего, человек может освободиться и двигаться вперед в большем соответствии со своим путем вознесения. У тех, кто болен или страдает от какой-то болезни, вибрация прощения растворит лежащую в ее основе карму, делая возможным выздоровление. Поэтому, урок прощения можно подразумевать в качестве основы вознесения. Если восходящий человек полностью отклонит тон прощения, то окажется не в состоянии вознестись к 2600 единицам или выше, так как прощение – это фундамент эволюции к 3000 и далее. В том случае, когда внутренний мужчина, внутренние мужские энергии, склонен держаться за недовольство, и оказывается не в состоянии простить, то присутствует тенденция отклонять диапазон темных оттенков розового тона прощения. Когда внутренняя женщина, внутренние женские энергии, склонна прощать всех вслепую,
Но при этом отсутствует понимание и проработка полного диапазона энергий, связанных с прощением уроков, то имеет место тенденция отклонять спектр светлых оттенков розового тона прощения. Вы можете обнаружить, что естественным результатом такой истины будет деятельность в качестве целителя.